Всем привет! И сегодня я буду готовить молочный пирог. Это простейший рецепт вкуснейшего десерта. Что нам понадобится? 2 яйца, полстакана молока, 100 грамм сливочного масла, полстакана сахара, стакан муки и чайная ложка соды с щепоткой соли. Вот и все. Ингредиенты очень простые, поэтому делать его просто и легко. Сначала нам нужно поставить молоко прокипеть. Дальше масло. Кстати, масло можно заменить маргарином, но я не люблю маргарин. Стараюсь его использовать крайне редко. Я люблю сливочное масло. Масло нужно тоже растопить. Можно растопить на плите. Я делаю проще. Ставлю в микроволновку. Все, поставили масло топиться. Надо про него не забыть. А тем временем нужно взбить яйца с сахаром. Крутую пену. Прошло 30 секунд. Масло готово. Взбиваем яйца с сахаром, но сначала нужно взбить отдельно яйца. Молоко закипело. Нужно его помешать, выключить. Обязательно молоко должно остыть и масло должно остыть. Вот пока это все у нас остывает, мы взбиваем дальше яйца. Не забываем помешивать молоко, чтобы не образовалась пенка. Вот такой консистенции достаточно. Теперь сахар. Добавляем постепенно и взбиваем. Вот видите, яйца с сахаром уже начали белеть, подниматься, но сахар еще не разошелся. Значит, взбиваем дальше. Помешаем молоко. И дальше взбивать. Процесс этот занимает минут 5, может 7. Вот такая получилась у нас масса. Сахар немножко не разошелся, ничего страшного. Он сейчас все-таки разойдется с остальными ингредиентами. Пока мы добавляем щепотку соли и чайную ложку соды. Размешиваем. И сейчас нужно добавить и размешать тщательно полстакана муки, то есть полпорции нашей муки. Пока вводим муку, медленно, спокойно, не включая блендер. Теперь можно немного подсбить. К этому моменту у нас остыло молоко и масло. Молоко я хочу ввести через ситечко, на всякий случай. Вдруг там пенка или пригорело немножко дно. Ввели молоко и размешиваем. Теперь очередь за маслом. Его тоже вводим постепенно, одновременно размешивая всю массу. Все, мы ввели почти все компоненты, осталось добавить оставшуюся муку и довести до нужной консистенции, что мы сейчас и сделаем. Мне кажется, тесто немного жидковатое, поэтому добавляем еще чуть-чуть муки. Такое может быть, мука тоже разная. Тесто должно быть все-таки слегка густоватым, поэтому я добавлю сейчас еще немного муки. У меня здесь где-то четверть стакана муки. Посмотрим, сколько нам понадобится еще. Добавляю пока половину. Давайте добавим оставшуюся. Итак, у меня ушло стакан с четвертью. Вот теперь оно более густое, как нужно. Еще немножко подзабью в конце, совсем чуть-чуть. Перекладываем тесто в форму. Форма у меня моя старенькая любимая форма кирпичик. Я ее очень люблю, потому что пироги вот такие получаются идеально в ней. Форму нужно смазать маслом или маргарином. Все, форма смазана. Отправляем в нее тесто. Тесто у нас в форме. Как мы видим, она заполнена не полностью. Есть место подняться пирогу. И теперь мы отправляем в духовку, которая нагрета до 180 градусов. Для пирога нам понадобится сахарная пудра. Я не покупаю готовую сахарную пудру, потому что делаю ее сама. Когда-то давно я купила себе кофемолку
И теперь она меня выручает, на ней я делаю сахарную пудру столько, сколько мне нужно. Все, несколько секунд и сахарная пудра готова. Прошло 20 минут, пирог поднялся, подзарумянился, но внутри он еще сырой, это точно. Поэтому нужно убавить температуру до 160 градусов, чтобы он дошел внутри. И попечь его еще минут 10-15, может 20. Будем проверять. Посмотрим, что у нас получается за это время. Ого, горочка! Его немножко раздуло. Проверяем зубочисткой, обыкновенной деревянной зубочисткой. Готовность. Она должна быть сухая. Берем блюдо подходящее. Попробуем сейчас его достать. Вот такой кирпичик пирога. И сейчас нам его нужно украсить. Можно залить кремом, можно залить джемом. Вариантов много, но я больше всего люблю сахарную пудру. Это и красиво, и просто, и скрывает все недостатки. Отрежем кусочек, посмотрим, что получилось. Посмотрите, какая красота получается. Вот такой пирог получился. Он так ароматно пахнет. Он очень простой, легкий и очень вкусный. Его можно также, вот эти кусочки, полить, допустим, просто сгущенкой обычной, или джемом, или любым топпингом. Также можно посыпать просто сахарной пудрой, и готов простой и вкусный десерт. На этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм. Все ссылочки будут в описании под этим видео. Всем приятного аппетита, пока!